Порт Лориан в Британии, на юго-западе Атлантического побережья Франции. Сегодня это мирная гавань. Германские подводные лодки. Во время Второй мировой войны в бетонных бункерах размещалось смертоносное оружие. Германские подводные лодки. Морские волки. Отсюда подводные лодки отправлялись во все уголки земного шара. Они несли с собой смерть и разрушение. Их главной целью стали торговые суда, идущие через Атлантику. Германские подводные лодки активно участвовали в боевых действиях с первого до последнего дня войны. Они представляли наибольшую угрозу союзникам во Второй мировой войне. Центральный пост лодки типа 7С. Их было выпущено больше всего — 650 штук. Сегодня этот экземпляр единственный, сохранившийся почти в идеальном состоянии. Внутри этого боевого корабля в ужасной тесноте ютились 44 члена экипажа. Там же, прямо рядом с ними, складировались боеприпасы. В этой обстановке проходили казавшиеся бесконечными дни. В ходе Второй мировой войны в боевых действиях участвовали около 40 тысяч германских подводников. 30 тысяч погибли в своих железных гробах. Процент смертности является наивысшим за всю историю войн. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль впоследствии писал: «Угроза, которую представляли собой германские подводные лодки в Атлантике, была единственной, действительно испугавшей меня в ходе этой войны. От их поражения зависел исход войны в целом», рассказывает историк Майкл Хедли. Атлантика стала театром, где проводились просто уникальные операции. 6 лет длилась борьба за контроль над морскими коммуникациями, соединяющими Северную Америку и Великобританию. Перед вами человек, создавший германский подводный флот и командовавший им во Второй мировой войне. Адмирал Карл Дёнец. Он считал, что Британию можно победить, перерезав морские коммуникации. Его подводные лодки решали эту задачу, отправляя на дно торговые суда, доставлявшие в Британию, островную державу, грузы, без которых было невозможно ее существование. Рассказывает военно-морской историк Дэвид Браун. Дёнец, командующий германскими подводными силами, верил в то, что это единственный способ победить Британию. Ставилась задача потопить как можно больше кораблей. Дёнец и его штаб пришли к заключению, что в месяц необходимо топить не менее 600 тысяч тонн, то есть в среднем около 150 кораблей, для того, чтобы полностью нарушить снабжение Британии. Тимоти Маллиган, историк германского подводного флота. После Первой мировой войны германский флот попросту прекратил свое существование. Заново строительство флота началось лишь в 30-е годы, после прихода Гитлера к власти. К началу военных действий его сил и средств явно не хватало для того, чтобы противостоять Британии. Дёнец однажды сказал: «Дайте мне 300 лодок, и тогда я смогу выиграть войну». В начале войны у него было всего 57 лодок. Эти подводные лодки уже заняли позиции вокруг Британии. Это был первый шаг Дёнеца, направленный на то, чтобы прервать столь необходимые сообщения с Северной Америкой. Угроза войны нависла над Британией. Американцы, живущие там, начали возвращаться домой. 3 сентября 1939 года, за несколько часов до того, как Британия объявила войну Германии, из Ливерпуля в Северную Америку отправился пассажирский пароход «Афиния». Одной из последних пассажирок, успевших на Афинию, стала Кэтлин Ширер. «Мне совсем не хотелось уезжать из Англии. Меня ужасала мысль о том, что может начаться еще одна мировая война. Тем не менее, ее неизбежность была очевидной». 1400 пассажиров Афинии не знали о том, что за передвижением их корабля вдоль побережья Ирландии наблюдают с немецкой подводной лодки. Ее командиром был капитан-лейтенант Фриц Юриус Лемп. Согласно нормам международного права, он не мог потопить пассажирский корабль, прежде чем находящиеся на борту люди покинут его в спасательных шлюпках. Это требование не относилось к военным кораблям. Рассказывает Георг Хогель, радист Су-30. Он решил, что на борту корабля находится замаскированное орудие, и из этого сделал вывод, что перед ним транспорт, перевозящий войска. В результате атака стала возможной.
Я обедала. Меня пригласил за свой столик один из офицеров корабля. Мне не терпелось принять участие в первой атаке торпедами в войне. Первая торпеда легко вышла из аппарата, и через некоторое время раздался взрыв. Это было что-то ужасное, что-то невообразимое. Взрыв. Все вокруг почернело. Раздавались крики и стоны. Переключившись на частоту, на которой работали радиостанции торговых судов, мы услышали сигнал бедствия и только тогда поняли, что это Афиния, на борту которой находилось 1400 пассажиров. Но было уже поздно. Несколько кораблей спешили на помощь, подававший сигнал СОС Афинии. Кэтлин Ширер находилась в шлюпке около 9 часов. Только потом ее спасли. Я помню, как Афиния перевернулась. Ее огромный корпус накренился и поднялся в воздух, а затем ушел под воду. Кэтлин повезло. Погибло 118 пассажиров, 29 из них американские граждане. Люди всего мира выражали свой протест, когда уцелевшие пассажиры прибыли в Северную Америку. Когда Лемп вернулся из похода, ему приказали уничтожить записи в судовом журнале, имевшие отношение к атаке на Афинию, совершенные вопреки нормам международного права. Лемп написал от руки 2 страницы с учетом изменений. Я отпечатал их, и они попали в официальный военный дневник. После этого собрали весь экипаж и приказали хранить молчание. Нам было запрещено даже пытаться изобразить что-то при помощи мимики или жестов. Очень огорчал тот факт, что весь мир знал правду, а мы должны были лгать. Министр пропаганды Третьего Рейха Геббельс обвинил в потоплении Афинии Черчилля. Он объявил случившееся заговором с целью втянуть в войну Соединенные Штаты Америки. В Лондоне реакция на гибель Афинии была незамедлительной. В ходе Первой мировой войны англичане первыми ввели систему конвоев. Торговые суда шли группой в сопровождении охранения. Пока корабли охранения сопровождали конвой лишь на протяжении 200 миль от побережья. Именно в этой зоне действовали подводные лодки. Королевский флот был не готов к решению данной задачи. Не хватало военных кораблей. Кроме того, в поиске подводных лодок Адмиралтейство делало серьезную ставку на гидролокатор, который также назывался «Аздик». Ему недоставало точности, а также радиуса действия. Рассказывает сэр Роберт Аткинсон, командир одного из кораблей охранения, прослуживший в Атлантике всю войну и потопивший 3 немецких подводные лодки. В начале войны нам недоставало оснащения, необходимой подготовки, зато энтузиазма было предостаточно. Немцы подготовились к войне гораздо лучше. Мы защищались, а не нападали. Инициатива целиком и полностью была на их стороне. Экипажи торговых судов были плохо подготовлены, отличные парни, но не приспособленные к действиям в составе конвоев. Защита конвоев с воздуха была возложена на береговое командование Королевских военно-воздушных сил. У него также не хватало необходимого оснащения, вспоминает вице-маршал авиации Уилфрид Уттон. Исходя из опыта Первой мировой войны, было известно, что вражеские подводные лодки избегают атаковать конвои с воздушным прикрытием, поэтому было сделано все возможное для того, чтобы организовать прикрытие конвоев с воздуха, хотя бы у побережья. Самолеты, которые имелись в нашем распоряжении, совершенно не подходили для поиска подводных лодок. У них не было необходимого оборудования для поиска, а также вооружения, чтобы атаковать лодки, даже в случае
их обнаружения. Перед Британией стала необходимость вступления в войну и сбора всех возможных ресурсов. Однако уже тогда нашелся человек, который считал, что нужно искать помощь у отдаленных берегов. Это был Уинстон Черчилль, в начале войны занимавший пост первого лорда Адмиралтейства. Он всячески налаживал контакты с Соединенными Штатами и их президентом Франклином Рузвельтом, который намеревался помогать англичанам. Правда, ему противодействовала оппозиция, вспоминает капитан первого ранга флота США Эдвард Бич. Изоляционистские настроения были очень сильными. Частично они обязаны своим появлением в Первой мировой войне. Существовала целая группа, считавшая, что нет никакой необходимости участвовать в войне в Европе. Хотя это участие состоялось. К началу Второй мировой войны эта группа обрела значительную силу и контролировала Конгресс. Это даже нельзя назвать политикой, это какое-то внутреннее чувство, что война в Европе — это не наше дело. Выступление Джеральда Ная, сенатора-республиканца из Новой Дакоты. «Я не желаю, чтобы моя страна испытала разрыв сердца. А именно так может случиться. Это будет единственной наградой, если Америку втянут в очередные европейские беспорядки». Рассказывает военный историк Корели Барнетт. Рузвельт должен был идти вперед очень уверенно, не объявляя об изменении политического курса, а просто двигаться вперед, шаг за шагом, помогая вооружением и организуя прочие поставки. Действия были тщательно продуманными. Первым шагом стал пересмотр Рузвельтом в конце 1939 года постановления о нейтралитете Соединенных Штатов Америки. В результате было отменено эмбарго на поставку оружия воюющим странам. Удалось организовать оптовую торговлю, прежде всего в интересах Франции и Британии, поскольку именно эти державы контролировали морские коммуникации, связывающие Европу с Америкой. Главным местом сбора судов стали воды вдоль восточного побережья Канады. Именно отсюда жизненно важные грузы отправлялись в Британию. Канада безоговорочно поддерживала Британию в войне против Гитлера с первых же дней. Глубоководный порт Галифакс в Новой Скотии приобрел огромное значение. Этот порт на Атлантическом побережье стал основным местом сбора конвоев, отправляющихся в долгий путь в Великобританию через коварный Атлантический океан. Охранение конвоя состояло из одного военного корабля или же нескольких кораблей, занимавших определенные позиции. Главной задачей охранения являлось обеспечение безопасности конвоя и его своевременное прибытие в порт назначения. Это означало, что военные корабли не могли покидать конвой, даже ради преследования вражеских подводных лодок. Поэтому, как правило, у командиров кораблей охранения на счету немного потопленных подводных лодок. Их задачей было прежде всего загнать лодку на глубину, удерживать ее там, чтобы она потеряла контакт с конвоем, не имея возможности передвигаться с достаточной скоростью. Задачей охранения было не потопить как можно больше подводных лодок, а обеспечить безопасность путь через океан как можно большему числу торговых судов. Вот такие германские лодки наводили ужас на союзные конвои, идущие через Северную Атлантику. Тип 7С. Правильнее назвать ее не подводной, а погружающейся. Она находилась на поверхности океана 90% времени, проведенного в походе. Два дизельных двигателя обеспечили в надводном положении скорость свыше 17 узлов, что превышало скорость большинства защищавших конвой кораблей. Под водой при движении на электромоторах скорость сокращалась вдвое. Именно лодки типа 7С предпочитал сам Дёнец. Они лучше всего подходили для боевых действий в Северной Атлантике. Они были очень маневренными, прежде всего под водой. Дёнец считал это свойство очень важным. Они проводили в боевом походе от 4 до 5 недель, действуя против конвоев в Северной Атлантике. Как правило, командиры лодок 7 серии были моложе. Этот тип лодки лучше подходил молодым командирам. Они были энергичными, готовыми атаковать, полными оптимизма. С такими качествами можно было в полной мере использовать преимущества лодки 7 серии. Именно эти лодки добились успехов на начальном этапе, когда появились знаменитые асы-подводники. Всего через 2 недели после начала войны Отто Шукарт потопил авианосец Courageous. Погибло 500 членов экипажа. Еще через 3 недели Гюнтер Прин осуществил рискованную вылазку в главную базу британского флота Скапа Флоу и потопил линейный корабль Royal Oak. На сей раз жертвами стали уже 800 человек. Экипаж был использован в пропагандистских целях. Прин и его моряки с триумфом проехали по Германии и прибыли в Берлин, где получили награды. Прин выступил с обращением к нации. За Прином последовали остальные.
Самым знаменитым командиром подводной лодки, королем тоннажа, стал Отто Кречмер. Он потопил 38 союзных кораблей. Мой отец участвовал в Первой мировой войне. Он внушил нам, своим детям, что главное для мужчины в Германии — это чувство долга. Не просто чувство долга, а нечто, выходившее за традиционные рамки этого определения. Кречмер проходил подготовку в 30-е годы и прекрасно изучил тактику ведения боевых действий подводной лодкой. Предполагался выстрел 3 торпед веером по конвою, находящемуся на отдалении. Практика подсказала Кречмеру гораздо более эффективный способ атаки. Он разработал свою собственную систему ближнего боя, направляя лодку внутрь порядков конвоя. Впервые тактика была опробована на учениях. Я опробовал свою новую тактику, минуя корабли охранения и приближаясь вплотную к цели. Торпеда выстреливалась в упор. Никакого залпа на расстоянии не было. Экипажи военных кораблей были хорошо подготовлены. Они знали, как им действовать. Они знали, как атакует подводная лодка. Если я смогу добиться успеха сейчас, то обязательно повторю его уже в Атлантике, против вражеских конвоев, которые прошли долгий путь и находятся в напряженном состоянии под действием стресса. Днем лодка Кречмера находилась в подводном положении. Атаковал он ночью из надводного положения. Под прикрытием темноты торпеды выстреливались в упор. Его лодку было практически невозможно обнаружить. Он тщательно выбирал наиболее ценные мишени и в полной мере оправдывал разработанный им самим принцип: одна торпеда, один корабль. Вольмар Кёник служил под командой Кречмера на его лодке У-99 и лично видел аса в действии. Капитан-лейтенант Кречмер действовал с умом. Он смог разработать собственную тактику прорыва в ряды конвоя в надводном положении. Для таких действий требуется изрядное хладнокровие. Огонь горящих танкеров освещал все вокруг. Светили прожектора. Но было необходимо оставаться на поверхности. Это очень важно. Он довел этот метод до совершенства. Кречмер стал национальным героем. Его честь был даже сочинен военный марш. Они назвали его «Марш Кречмера». Состоялась целая церемония его торжественного исполнения. Мне пришлось произнести речь, чего я просто терпеть не мог делать, и преподнести командиру полка спасательный круг с только что потопленного мною в Атлантике судна «Конч». Это было время триумфа асов. С июня по август 1940 года горстка подводных лодок потопила более 150 союзных торговых судов. Оккупация Германии и Франции в июне 1940 года полностью изменила ход подводной войны. Дёнис получил возможность строительства баз для подводных лодок на юго-западном побережье Франции. Они получили выход прямо на атлантические конвойные трассы. Штаб Дёниса располагался вот в этом загородном доме поблизости от порта Лориан. Отсюда он мог наблюдать за выходом своих лодок на задание и их возвращением. Из этого подземного бункера он лично руководил всеми операциями. В то время его адъютантом был Ханс Фюман. Тогда главной проблемой было количество подводных лодок. У нас их было всего от 40 до 50. Достаточно много, но из них 1/3 всегда находилась на пути туда или обратно. 1/3 была в доках на ремонте или переоснащении. И всего 1/3 находилась в Атлантике и пыталась действовать против врага. Количество подводных лодок на позиции было очень важно для успеха наступательных операций Дёниса в Атлантике. То же самое касалось их экипажей. Большинство составляли прекрасно подготовленные добровольцы. Их привлекала служба в элитных частях, где платили вдвое больше, чем остальным морякам. Дёнис называл экипаж подводной лодки связанным судьбой. И если кто-то один ошибался, достаточно было всего одной ошибки,
И смерть угрожала всем 50 членам экипажа. Подводники были тесно связаны. Их отличала верность друг другу. Такого не было на других кораблях. Более 50% экипажей набирались в центральной части Германии, из промышленных районов, которые начали развиваться еще в конце 19-го, начале 20 века. Половину экипажей составляли бывшие рабочие металлообрабатывающих предприятий, работающих для флота. Они были знакомы со всякими трубопроводами, электрикой, изготовлением и обработкой металлических изделий. На борту военного корабля эти навыки очень могли пригодиться. Это были парни из рабочего класса. Они гордились своими успехами. Возвращаясь из похода, они увешивали вымпел за каждый потопленный корабль. К концу 1940 года была потоплена 5-я часть британского торгового флота. Они называли это время счастливым. Каждый командир мечтал о достижении рубежа 100 тысяч тонн, что гарантировало награждение рыцарским крестом. Вспоминает Петер Петерсон из экипажа У-518. Для нас был очень важен хороший командир, поскольку это означало жизнь или смерть. Мне повезло, наш командир действовал умело. Он все тщательно продумывал, был настроен агрессивно, но при этом не забывал об осторожности. Он не лез на рожон, и при этом ему было всего 23 года. Нас всегда торжественно провожали и встречали. Мы медленно приближались к пирсу. Там всегда стояли толпы встречающих и приветствовали нас. Присутствовал командир базы и другие офицеры. Он официально приветствовал нас и поздравлял с возвращением с задания. Иногда командиры просили не закрывать шею. Это означало, что его собирались наградить рыцарским крестом. В эти минуты у него появлялась возможность узнать, как же к нему относятся члены его экипажа. Оркестр в таких случаях играл одну и ту же мелодию. Она нам очень нравилась. Мы переначали ее так. А теперь нырнем в пенящееся пиво, потому что У-518 причалило красиво. И только позже, значительно позже, я побывал в Америке и узнал, что эта мелодия всегда была американской. Нам очень нравился вкус пива, потому что на подводной лодке не разрешалось пить. И, естественно, нам очень недоставало женщин. Автобус привозил нас в город и высаживал у борделя. Мы проводили там очень много времени. Но не только там. У нас был свой специальный поезд, который шел от западного побережья Франции до Гамбурга. Это было очень удобно. Одна из немногих полагавшихся нам привилегий. Отношения между адмиралом Дёницем и его подводниками можно вполне назвать личными. Он называл подводные лодки своими лодками, а их экипажи своими экипажами. Он всегда был в контакте с командирами. Он знал экипажи. Он старался донести до них идею о том, что значит быть подводником и находиться на особом положении. Лучшей стратегией Дёница была идея, которая стала применяться на практике в конце Первой мировой войны. Она заключалась в том, чтобы использовать подводные лодки не поодиночке, а группами. У командования подводным флотом не было своей авиации для ведения разведки. Лодкам приходилось самостоятельно выполнять эту задачу.
Подводные лодки занимали в Атлантике позиции в линию, вспоминает Зигфрид Коечка, командир У-616. Определялись позиции отдельных лодок в определенном районе. Они могли вести наблюдение за движением конвоев. Когда лодке удавалось обнаружить конвой, она посылала радиограммы с его точными координатами, скоростью и числом кораблей. Остальные лодки в квадрате начинали совместную атаку на конвой. Это называлось тактикой волчьей стаи. Лодки не действовали поодиночке, они одновременно нападали на конвой. Сначала это называлось групповой тактикой. Однажды, в конце 1939 года, я сел в поезд и позднее в вагоне-ресторане присоединился к группе обедающих офицеров. Мы решили, что подводникам нужен свой лозунг. И тогда один из нас взял салфетку и написал на ней такие слова: «Подводные лодки — это морские волки. Они должны атаковать, рвать на части и топить». Подводная лодка — это оружие, инструмент уничтожения. Те, кто служит на подводных лодках, стремятся к успеху. Вот обнаружен корабль, обнаружен конвой, выстреливаются торпеды. Они смотрят на секундомер и с нетерпением ждут взрыва. Раздается грохот. Есть! Цель поражена. Ты радуешься своей победе и забываешь о тех несчастных людях. Не видишь того, в кого стреляешь. В перископах видит командир, вахта на мостике, если лодка в надводном положении. Противник является безликим. Ты являешься составной частью этого смертоносного орудия, маленьким винтиком, который не задумывается о последствиях. Может, это и плохо, но именно так и есть. Моряки торгового флота, уходившие из Ливерпуля и других портов, не получили заслуженной славы в битве за Атлантику. Люди разных национальностей, они рисковали своими жизнями, чтобы доставить из Северной Америки так нужные грузы. 30 тысяч заплатили самой дорогой ценой. Вспоминает Ирл Уорнер. Попадание торпеды — это ужасные воспоминания. Корабли перевозят разные грузы, например, взрывчатые вещества. Если в такой корабль попадает торпеда, то взрыв всего один, очень сильный, и корабль исчезает. Выживших не бывает. Если ты стоишь в экипаже танкера, который перевозит горючее, высокооктановый бензин, то после попадания торпеды появляется огненный шар. И снова уцелевших практически нет. Рассказывает Трой Торн. Мы спали в одежде. Расшнурованные ботинки стояли под рукой, чтобы можно было сразу их схватить. Обязательно спасательный жилет. С ним спали, ели и даже мылись. Когда выходишь на палубу мыть тарелки, то берешь его с собой и кладешь рядом. Потом закрываешь люк, и люди говорят: «Зачем ты это делаешь? Если в нас попадет торпеда, ты останешься снаружи, а люк может заклинить». Обри Джеффрис. Мы находились в той части корабля, откуда невозможно выбраться в случае попадания торпеды. Машинное отделение всегда является главной мишенью для торпеды. Попасть в него значит лишить корабль возможности двигаться. Мы очень чувствовали свою уязвимость. Там, внизу. Мы понимали, что если торпеда попадет в корабль во время нашей вахты, шансов выбраться оттуда нет. Як Мэтьюс. Я видел, как топили очень много кораблей. Иногда они были так близко, что чувствовался жар. В воде были люди. В воде, покрытой нефтяной пленкой. Они цеплялись за все подряд. Нам не разрешали останавливаться и подбирать уцелевших. Это было приказом. На военном флоте существовало распоряжение не останавливаться ни в коем случае.
Очень тяжело видеть людей, которым нужна помощь, слышать их крики и не иметь возможности что-либо для них сделать. Для спасения уцелевших назначался один корабль. И если он успевал обнаружить тебя до того, как ты умер от переохлаждения, то появлялся шанс выжить. Если нет, то просто появлялись очередные жертвы Северной Атлантики. В самом сердце Лондона, в подземном штабе Черчилля, огромные потери в кораблях, людях и грузах были совершенно очевидными. Для защиты конвоев требовалось гораздо больше военных кораблей. Одним из первых действий Черчилля на посту премьер-министра было обращение за помощью к Рузвельту. В итоге был заключен договор. В обмен на предоставление территории на 8 островах Карибского моря Британия получила 50 американских эсминцев времен Первой мировой войны. Многие считали обмен неравноценным. Это были далеко не лучшие корабли. Зато впервые США открыто поддержали Великобританию. Через 6 месяцев Рузвельт снова пришел на помощь. У англичан не было наличных денег для того, чтобы оплачивать американские грузы. Рузвельт должен был найти очередную возможность помочь своему союзнику Уинстону Черчиллю, рассказывает историк Майкл Геннон. Так появился Биль о Ленд-Лизе. Это был акт, согласно которому США обязались поставлять в Великобританию все необходимое, полезные ископаемые, оружие, топливо и продукты, с тем, чтобы островное государство смогло выжить. Биль о Ленд-Лизе вызвал положительное отношение у многих людей, прежде всего, благодаря самой личности президента Рузвельта. Он сказал так: когда у соседа горит дом, нужно обязательно дать ему шланг. Закон о Ленд-Лизе означал, что теперь Британия могла рассчитывать на военные поставки из США, не расплачиваясь за них. Кроме того, обеспечивалось строительство торговых судов, бросая тем самым вызов Дёнису, чьей целью было топить союзные корабли быстрее, чем их смогут спускать на воду. Весной 1941 года подводный флот Германии понес первые серьезные потери. Двое из лучших асов Дёниса, Прин и Шепке, вышли в свой последний поход. Обе лодки были потоплены в Атлантике, оба командира погибли. В том же походе лодка Кречмера была тяжело повреждена британским эсминцем «Окер». Экипаж оказался в воде. Вольмар Кёник тоже был там. Нужно было зацепиться за сеть. Но мне совсем не оставалось сил, и я ничего не мог сделать. Тогда английские моряки спустились по сети вниз и затащили меня наверх, на палубу. Я надел спасательный жилет. Мои товарищи не могли вытащить меня. Я очнулся уже на поверхности воды. Вместе со мной была команда. Нас вытаскивали на палубу эсминца «Окер». Захват Кречмера ознаменовал завершение эпохи асов. Теперь подводная война развивалась в другом направлении. Дёнис сделал ставку на волчьи стаи, которые постепенно уходили все дальше и дальше в Атлантику. Базы во Франции также развивались. В Лориане началось строительство бетонных бункеров для подводных лодок. Массивные стены и крыши из армированного бетона обеспечивали защиту от налетов британских бомбардировщиков. На территории Германии судоверфи строили все больше лодок, которые направлялись в бункера. В 1941 году флот Дёниса вырос вдвое, но это вызвало ряд проблем. С 1940 по 1942 год германский подводный флот очень разросся, и Дёнис был вынужден сокращать время, выделенное на подготовку командиров и их экипажей. Он понимал, что для создания подводного флота, способного выдержать битву против конвоев в Северной Атлантике, он вынужден идти на определенные жертвы в подготовке. Командиры лодок становились все моложе. Уходило меньше времени, они не успевали набраться необходимого опыта. В решающий момент они не могли оценить обстановку и выбрать единственно верный способ атаки. Чтобы компенсировать издержки, Дёнис решил самостоятельно контролировать операции, руководить атаками на конвой из своего штаба. Одним из решающих факторов в руководстве подводными лодками в битве за Атлантику стала радиосвязь.
Адмирал Дёниц постоянно поддерживал связь со своими лодками. Он руководил их действиями, направляя против определенных конвоев или отводя от ударных групп, требуя сведений о погоде. Он отправил очень много радиограмм, которые оказались совершенно ненужными с оперативной, тактической точки зрения. Похоже, что иногда он сам не оценивал степень риска, на который были вынуждены идти его командиры. Подводники, действуя в соответствии с его указаниями, зачастую подвергали себя ненужной опасности. Во время Второй мировой войны британская военно-морская разведка точно знала, где именно занимают позиции германские подводные лодки. Они обнаружили лодки при помощи высокочастотной радиопеленгации. Обнаружение координат противника при настройке на радиосигналы было описано в популярной книге, вышедшей в Британии в 1931 году. Кречмер обнаружил эту книгу еще будучи гардемарином и не забыл полученных сведений. Некоторые главы предоставили мне столько информации о подводной войне. Прежде всего, не вести переговоры по радио, соблюдать молчание. Я также понял, насколько эффективно действует британская военно-морская разведка. В 80 километрах к северу от Лондона, в Блэчли-парк, в обстановке строжайшей секретности, вел работу штаб связи британского правительства. Его удалось сделать одним из наиболее эффективных видов оружия Второй мировой войны. Здесь был подобран ключ к германскому военно-морскому шифру. Вот такая машина была основным элементом всей шифровальной системы. Она находилась на каждой подводной лодке. Она зашифровывала и расшифровывала все секретные радиограммы, которыми обменивались подводная лодка и штаб Дёница. Машина считалась неуязвимой. Англичане дали имя «Энигма». Рассказывает Дэвид Кан, эксперт разведки. Германские криптологи защитили свою радиосвязь, разработав шифровальную систему «Энигма». Недавно было подсчитано, что количество возможных комбинаций превышает число атомов в известной нам Вселенной. Для того, чтобы найти решение, пришлось составить большее число комбинаций, чем было ионов за всю историю существования Вселенной. Внутри этого ничем не примечательного дома шифровальщики из Блэчли-парк взялись за решение задачи, казавшейся невыполнимой — поиск ключа к системе «Энигма». В начале войны там работало 70 человек, постепенно их число выросло до 12 тысяч. В основном в Блэчли-парке работали интеллектуалы. Многие были лингвистами, математиками или экспертами по шахматам. Также среди них находилось несколько профессиональных шифровальщиков. Следует отметить, что раскодировка военно-морской «Энигмы» была гораздо более сложным делом, чем «Энигмы» Вермахта или Люфтваффе. Военно-морской шифр базировался на шифровальных книгах, которые указывали изначальное положение барабанов и порядок их установки. Расшифровка «Энигмы» была невозможна без знания вариантов, перечисленных в этих книгах. В середине 1941 года у молодого выпускника Гарри Кингсли появилась идея о том, что такие книги можно добыть, захватив германские метеорологические суда, которые находились к северо-востоку от Исландии. Вспоминает сам сэр Гарри Кингсли. Германские метеорологические траулеры находились на севере, среди айсбергов. Нам были известны их координаты. И что оказалось очень важным? Это была моя догадка. В их распоряжении находились машины «Энигма». Получив эту информацию, Адмиралтейство захватило траулеры. Нам очень повезло, что на этих небольших рыболовных судах немцы держали «Энигму». Я сам не мог в это поверить. Но тем не менее, именно так и было. Это была просто невероятная удача. Затем уже в Атлантике произошло событие, оказавшее серьезную помощь специалистам в расшифровке «Энигмы». Группа кораблей Королевского флота сумела заставить всплыть на поверхность У-110, лодку, которой командовал Фриц Юриус Лемп, в первые дни войны потопивший Афинию. Для Дэвида Барна этот день стал самым главным в его жизни. Я был младшим лейтенантом на «Бульдоге». Мне было тогда 20 лет. «Бульдог» был флагманом 3-й эскортной группы в Атлантике.
В ее составе также находился старый американский эсминец «Бродвей» и наш эсминец «Абриция». Мы вели огонь по У-110 из всех орудий. Нашей задачей стало заставить экипаж покинуть лодку. Лемп увидел, как прямо на нас идет эсминец. Потом появился второй. Это были «Бульдог» и «Бродвей». В последний момент на «Бродвее» получили приказ с «Бульдога» не идти на таран. Капитан Крессуэлл, командир «Бульдога», прокричал в мегафон: «Не таранить!». Он хотел, чтобы У-110 уцелела, и поэтому отдал приказ не таранить ее. Это решение оказалось очень важным, поскольку Лемп видел угрозу и считал, что лодку разорвет пополам. Мы покидали корабль. Лемп кричал: «Всем наружу!». Я был радистом и спросил: «А как же секретные бумаги?». Он сказал: «Бросайте все и выбирайтесь из лодки». Он хотел спасти жизнь всем членам экипажа. Мы были в воде, а лодка не тонула. Сделать было уже ничего нельзя. Эсминец «Абриция» получил приказ подобрать всех находившихся в воде. Он подобрал всех немецких моряков, их отвели вниз так, чтобы никто не мог видеть, что происходит. Наш капитан приказал мне возглавить абордажную команду. Они отправились к подводной лодке. Дэвид сидел у руля. Никто не знал, успели немцы или нет запустить взрывные устройства. Вполне возможно, что на борту еще оставались члены экипажа. Дэвид первым опустился внутрь лодки. Люк, ведущий вниз, был закрыт. Я поднял его и увидел, что внизу никого нет. Я спустился. Это было очень опасно, потому что я спускался по лестнице ногами вниз и держась за нее обеими руками. У меня был револьвер. Но все равно, если кто-то оставался внизу, то убить меня ему не составляло никакого труда. Я посмотрел в оба конца прохода. Видно было все. От аккумуляторов и дизельных двигателей до отсека, где хранились торпеды. Похоже, что на борту действительно никого не было. Стояла гробовая тишина. Было слышно только, как волны бьются о борт. Я позвал вниз остальных. Мы начали обыскивать помещение. Все книги, карты, шифровальные, сигнальные книги. Все, что только можно было найти. Мы передавали все это наверх и укладывали в спасательную шлюпку с Бродвея. Там уместилось все. А что же случилось с Лемпом? Последний раз его увидели в воде вместе с остальными членами экипажа. Считается, что он пытался вернуться на лодку и все-таки затопить ее, но был застрелен абордажной командой из «Бульдога». Я периодически слышу о том, что мы застрелили Лемпа. Это неправда. Мы не сделали ни одного выстрела. Все уцелевшие моряки были подобраны. Они плавали по обе стороны от своей лодки. Я думаю, что в последний момент Лемп понял, что лодка не тонет. Он наверняка увидел, как мы направляемся к ней, и вспомнил о том, что потопил Афинию. А это было очень сложное и противоречивое событие. Мне кажется, что, оценив всю ситуацию, и прежде всего то, что он не смог затопить свою лодку, он покончил жизнь самоубийством прямо в воде. Сокровища, добытые Дэвидом на У-110, были немедленно доставлены в Блетчли. Теперь, обладая ими, а также материалами с метеорологических судов, специалисты смогли раскодировать «Энигму». Это стало одним из главных успехов союзников во Второй мировой войне. Теперь они могли читать секретные радиограммы, которыми обменивались Дёниц и его подводные лодки, так же быстро, как это делали сами немцы. Мы начали расшифровывать радиограммы с подводных лодок. Регулярно, каждый день, без ошибок.
Информация поступала бесперебойно. Это означало, что мы могли отводить конвой от районов, где занимали позиции подводные лодки. На какое-то время преимущество в битве за Атлантику оказалось на стороне Британии. В середине 1941 года потери среди конвоев сократились. США по-прежнему поддерживали нейтралитет, но при этом делали все, чтобы необходимые, жизненно важные грузы достигли берегов Британии. Мы действовали против германских подводных лодок, помогая Британии, задолго до того, как началась война между Соединенными Штатами и Германией. Я это прекрасно знаю, я ведь был там. Я служил на эсминце. Мы выходили в Атлантический океан и сопровождали конвои до Исландии. Некоторые наши корабли доходили почти до берегов Англии. Оставалось не более сотни миль. Американские военные корабли вышли на трассы конвоев и защищали корабли, танкеры, транспорты, торговые суда, доставлявшие грузы в Британию. Соединенные Штаты практически участвовали в военных действиях. Мы участвовали в войне, получив приказ действовать. Президент Рузвельт объявил, что все корабли, доходившие до определенной линии в центре Атлантики, действуют на нашей стороне. Затем эта линия отодвигалась все дальше, все ближе к Европе, пока, наконец, весь Атлантический океан не превратился в американские территориальные воды. Стоит отметить, что большинство людей не знало тогда и не знает сейчас, что в США военные приказы отдавались еще в июле 1941 года, за 6 месяцев до нападения японцев на Перл-Харбор. Приказы отдавал сам адмирал Эрнест Кинг, командующий Атлантическим флотом США. Это были прямые указания американскому флоту вступить в боевые действия. 4 сентября американский эсминец «Грир» обменялся выстрелами с германской подводной лодкой. Оба противника промахнулись и не получили никаких повреждений, но взаимный обстрел, которого так опасались, все-таки произошел. В следующем месяце был торпедирован эсминец «Керни», погибло 11 моряков. Американцы пролили свою кровь в битве за Атлантику. Наши американские торговые суда должны быть вооружены для защиты от гремучих змей, которые завелись в море. Когда Рузвельт произносил эти слова, одна из гремучих змей, У-552, охотилась в Атлантике. Наши американские торговые суда имеют полное право доставлять наши американские грузы в гавани наших друзей. Командовал У-552, один из лучших асов Дёница, Эрих Топ. Наши американские торговые суда должны быть защищены нашим американским военным флотом. Нет никакого сомнения в том, что наша страна обеспечит доставку грузов. Ее военно-морской флот останется верен славной традиции. Черт с ними, с торпедами, полный вперед! После этой речи Рузвельта, через 4 дня, Топ потопил эсминец «Рубен Джеймс». Он стал первым американским военным кораблем, погибшим во Второй мировой войне. Было потеряно 2/3 экипажа. Вспоминает контр-адмирал Эрих Топ, командир У-552. Я решил, что Рубен Джеймс — это британский эсминец, сопровождающий британский конвой. Я не сомневался, когда атаковал этот корабль. Через несколько дней я услышал по американскому радио, что был потоплен американский эсминец «Рубен Джеймс». Я осознавал, насколько это событие могло повлиять на политические решения. 110 человек погибло. Можно сказать, что они были убиты самым жестоким образом. Люди плавали по воде, покрытой нефтяной пленкой. Она горела. Вокруг был огонь. Меня долго преследовала эта кошмарная картина. Дни и ночи я думал только об одном, но уже не мог ничего изменить.
Я считал себя виноватым. Из-за меня могла начаться война с американцами. В итоге это сделал не ТОП, а японцы. Через 5 недель они появились в чистом голубом небе над Гавайскими островами и нанесли удар по кораблям Тихоокеанского флота США в Перл-Харборе. Было потоплено или серьезно повреждено 18 кораблей. Погибло более 2000 человек. После 7 декабря 1941 года весь американский народ горел желанием отомстить японцам. Но Конгресс не рассматривал вопрос о начале войны с нацистской Германией. Германия сама объявила нам войну. Это была их инициатива начать войну против нас. Многие люди считают, что самой серьезной ошибкой Гитлера стало нападение на Советский Союз 22 июня 1941 года. 11 декабря, через 4 дня после нападения на Перл-Харбор, Гитлер ни с того ни с сего, без всякой видимой причины, объявил войну Соединенным Штатам Америки. Объявление войны Соединенным Штатам Америки не вызвало уныния среди подводников. Наоборот, оно даже приветствовалось. Германские моряки воспряли духом. В течение нескольких месяцев они не могли ничего поделать с американскими эсминцами, сопровождавшими британские конвои, идущие через Атлантику на восток или на запад. Теперь командиры подводных лодок могли топить любой военный корабль, встреченный в Атлантическом океане. Теперь никто не запрещал атаковать американцев. Дёнец получил разрешение Гитлера на активные наступательные действия и начал планировать нападение на корабли вдоль всего восточного побережья США, от Мэйна до Флориды. Эту операцию Дёнец назвал «барабанный бой». Дёнец не думал, что американский флот окажется серьезным противником для его подводных лодок. По его мнению, оно совпадало с мнением Гитлера. Американский флот был плохо подготовлен к войне, и вообще его нельзя было считать профессиональным. Германское верховное командование было невысокого мнения об американских военных. Там не думали, что американцы окажутся способны на упорное продолжительное сопротивление. Они не верили в то, что американцы смогут дать отпор подводным лодкам. Ожидалось, что подводные лодки нанесут тяжелые потери противнику. Именно так и случилось. Это была одна из величайших катастроф в современной войне на море. Самое серьезное поражение американского флота во Второй мировой войне. Повторение Перл-Харбора, но уже в Атлантике.